Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал Татьяна Мертвый угол Турецкие узоры. Э, Что я вам хочу показать в своих видео? В своих видео я хочу показать по многочисленным просьбам моих друзей, знакомых, как я вяжу свои тапочки. э, Тунисским узорами, обычными спицами, крючком и так далее. Первые тапочки будут полностью тунисским вязанием. Вот такие вот снеговички. Пока не кончилась зима, решила связать снеговичков. Смотрите, получились они на размер 38 где-то. Ну, учитывая то, что они растягиваются. Значит, что нам нужно для работы? Крючок 2,5, номер 2,5. Нитки, которыми я вяжу, это акрил. В основном в 100 граммах 240-250 метров. Иногда бывает 230. Ну, разницы особо нету. 230-250 метров. Крючок 2,5. Значит, схема, по которой будем вязать снеговичка, вот она. Я ее несколько раз потом вам покажу в процессе вязания. Так что заскриншотьте. Начнем. Приступим. Ну что, поехали. Что нам нужно? Берем белые нитки. Первый ряд. Делаем цепочку из 21 петли. Сейчас набираем цепочку из 21 петли. Для тех, кто, может быть, знает начало вязания, можете просто видео перекрутить. Но я думаю, зрители многие будут новички, которые не умеют вязать, которые первый раз будут вязать. Поэтому буду стараться осветить все нюансы, моменты и так далее. Если что-то будет непонятно, будут возникать какие-то вопросы, пишите мне в комментариях, задавайте вопросы, по возможности буду отвечать. Или же в других видео покажу какие-то отдельные фрагменты, которые будут кому-то непонятны. Ну, как-то так. Значит, начнем. Поехали. Сделали петельку. Набираем 21 петлю. Раз. Ой, как же тут приспособиться. 2, 3, 4, 5, 6. Отодвину его. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Значит, первый ряд мы провязываем без прибавок. Вводим крючок под первую дужку, под верхнюю, то есть захватываем ниточку, вытягиваем петлю. Раз, 2, 3. И так до конца ряда. Последнюю петельку сейчас я вам покажу, как я ее набираю. Я нитку накручиваю на палец в основном. А почему? Потому что так натяжение нити лучше получается, ровнее выходит вязка. Ну или просто я так привыкла. И вот последняя, 21 петелька. Вытащили ниточку, захватили нить и протягиваем сразу через крайние 2 петли. Все. Еще раз покажу. Вот последнюю петлю провязала, вытащила нить, захватила нить, смотрите, и вытащила, протянула через крайние 2 петли. Вот так. И дальше до конца ряда захватили ниточку через 2 петельки. Захватили через 2 петельки, подхватили
И поехали до конца. Следующий ряд мы будем вязать с накидами. Сейчас я вам покажу. Так, смотрите, сейчас. Значит так. У нас мы набрали 21 петлю. Теперь боковая сторона, чтобы вам было понятно, вот боковушечка, вот этот угольничек, треугольничек, боковая сторона начинается с 4 петель. Провязываем сейчас 4 петли, накид, 1 петля, накид. Между боковой стороной и центральной стороной будет всегда идти по накиду. Ну, всегда до определенного количества петель. Между ними 1 петля. Средняя часть 11 петель начала. Опять накид, 1 петля, накид и опять боковушка 4 петли. Накиды будем делать до какого? До 8 ряда в каждом ряду. После 8 ряд мы провяжем без накида. 9 ряд с накидом, 10 ряд без накида. И в 11 ряду у нас с накидом получится 53 петли. Это будет окончание прибавок наших. Ну, до туда дойдем. Значит, сейчас что мы делаем? Так, берем наше вязание. 4 петли. 1, 2, 3, 4. 4 провязали. Делаем накид на себя. Провязали 1 петельку. Накид на себя. Средние 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Серединку привязали. Начало положено. Опять накид. 1 петлю провязали. Накид на себя. И боковые 1, 2, 3, 4. 4 петли. Значит, накид на себя. И последних 4 петли. 1, 2, 3, 4. Набираем последних 4 петельки. Вместе с накидом получилось 5 петель на спице. Так. Последнюю петлю вводим крючок под 2, полностью под боковую петлю, под 2 дужки, не за одну дужку, а под 2 дужки. Смотрите, под 2 ввела, захватила ниточку, вот видите, вытащила. Опять подхватываем ниточку и протягиваем через 2 петли. Возвращаемся обратно. Эту ниточку можем подтянуть. Все, этот узелок можно затянуть. Так. Накид, вот смотрите, накид, видите? Точно так же его провязываем. Его потом будет вообще не видно. Никаких дырочек, ничего от накида не остается. Возвращаемся в начало ряда. Это мы провязали 2 ряд. Узор у нас начинается с 5 ряда, поэтому первые 4 ряда вяжем белым цветом. Ну, дальше тоже это будет белый цвет, но так, какой-то 1, 2, 3 ряд. Боковушка 1, 2, 3, 4. Вот он, накид у нас, который был в предыдущем ряду. Провязали накид, петля на себя, 1 петельку провязали, петля на себя, центральные 13 петель,
И опять же также накид, 1 петля боковая. Вот смотрите, вот они, видите, накиды, вот они где проходят. Накид, один накид идет на боковую сторону, а один накид расширения идет на центральную часть. Таким способом мы провязываем 4 ряда. С 5-го ряда у нас будет узор. Сейчас я довяжу до конца. Это 3-й ряд. 4-й ряд провяжите сами. На 5-м ряду начнем вязать узор. Смотрите, накид опять. Накид провязали. На себя набросили. Среднюю между накидами петельку провязали. На себя накид. 1, 2, 3, 4, 5. И крайних боковых 5 петель. 1, 2, 3, 4. Вводим крючок под 2 дужки. Вот видите, ввела его, просунули, провели, не знаю, как сказать, захватили нить, вытащили, захватываем опять нить и протягиваем через крайних 1, 2 петельки. Все, поехали дальше. 2, 2, 2. И так до конца ряда. Встречаемся, встречаемся на 5-м ряду. Провязали 3 ряда. 4-й ряд вяжем с накидами. 4 накида у нас будет в 4-м ряду. Встречаемся на 5-м ряду. Видите, он уже выкладывается вот так вот. Пятый ряд. Провязали боковую сторону. 3, 6, 7. С накидом 8 петель у меня получилось. Средних у нас получается 19 петель вместе с накидом. Значит, сейчас мы провязываем 5 петель. Делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5. Почему 5? Потому что начало рисунка из 9 петель. Первый ряд нашего узора составляет 9 петель. Вводим в работу синюю нить. Смотрите, я делаю, просто ее перекручиваю, чтобы не было у нас узлов. Потом все эти кончики с помощью крючка мы спрячем, запутаем, протянем их под другими нитками. Будем стараться вязать чистенько, аккуратненько. И еще что хочу сказать, значит, я большие протяжки не делаю. Самая большая протяжка через 3, максимум 4 петли. Если, например, вот голубой цвет здесь идет и здесь идет, здесь между ними 8 петель, я 2 нитки подключаю в работу. Здесь подсоединяю голубую ниточку и здесь. Тогда не будет сильных уплотнений. Ниточки короткие, поэтому вот по метру нитки отрезать. И вязать легче, и ровненькое будет вязание у вас. Значит, так, вот синенькую подтянули этот кончик вот сюда забросили. Привязываем синий 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь с другого моточка подсоединяю белую нить. Нам такие длинные протяжки не нужны. Подсоединяем белую нить.
Так, раз, два, ой, три, четыре и пятый накид на себя. Между накидами петелька, накид, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вместе с накидом 8. Так, вводим под 2. Я очень затянула, конечно, вы можете вязать слабее, но я вяжу туго. Вытянули ниточку, захватили и возвращаемся обратно. Вот таким же методом. Возвращаемся обратно на начало ряда. Значит так, что я хочу сказать. Дальше мы будем вязать с вами по схеме. Делаем прибавки, делаем до какого? До 8 ряда. 8 ряд мы провязываем без накида. Давайте провяжем до 8 ряда и там встретимся. Итак, у нас 8 ряд, мы его вяжем без прибавок. Тетрадку свою не принесла. Значит так, провязали боковую сторону, прибавки не делаем, среднюю петлю просто провязываем, смотрите, накид с предыдущего ряда провязываем, вот, провязываем все без прибавок. Дальше 9 ряд у нас будет с прибавками, 10 будет без прибавок, и 11 последний будет с прибавками. Теперь вяжем по схеме. Что у нас на схеме? Здесь было у нас 2 петельки, теперь у нас одна синяя. Одна синяя. Ой, вот это я съехала. Одна синяя. Дальше идет у нас голубой цвет. Вводим голубую ниточку. Господи, так, что ж это такое? Одна голубая. Одна белая. Вот перебрасываем мы ее. Одна белая. 2 голубых. Раз, два, 2 голубых, 3 белых. Вот белую подтягиваем. Итак, смотрим схему и вышиваем ниточками. 3 белых. Дальше что у нас? 2 голубеньких опять, 2 голубых. 2 голубых. 4 белых по схеме идет. Так, 4 белых мы сделаем здесь, перекинем синюю нить. Смотрите. Вот я ее подняла сюда. Вот. 3, 4. И осталось у нас 3 синих петельки. Вот, смотрите, вот так вот. Раз, два, 3. Вот как-то так формируется узор. Смотрим схему, перекидываем ниточки. Где нужно, подсоединяем новую ниточку. И по схеме клеточка за клеточкой вывязываем, не забывая делать накиды. Значит, остальные петли провязываем белым цветом. Это 8 ряд. Мы его провязываем без накидов. Тогда у нас получится красивое закругление. Если тяжело, вот тапочек расширился, может быть, у вас даже нитка будет потолще. Например, мне неудобно поворачивать крючок. Можно его вывернуть, но не очень удобно. Поэтому я беру второй крючок, подключаю в работу такого же самого номера. Что мы делаем? Следующие петли таким же самым
методом, только провязываем вторым крючком. Точно все так же. Вот боковушечку я провязываю вторым крючком. Зачем же нам мучиться, выкручивать руки и все остальное? Просто мы вяжем на 2,5 номере. Это, можно сказать, самый маленький номер. Нет, двойка еще есть, но она вообще кошмар. Так, вот вытянули петлю и возвращаемся обратно. Поэтому вязание получается плотненькое. И на одном крючке немножко... Ой, смотрите, соскочила. Проблематично выкрутить эти все петли. Ну, кому-то удобно, можете одним крючком. Я предпочитаю, когда широкое полотно, 2 крючка. Смотрите, подтянули чуть-чуть эту петлю, перебросили на этот крючок и продолжаем вязание. Все, никаких сложностей нету. Теперь белую ниточку сюда ложим, синюю сюда. Все, продолжаем вязание. Ой, вот что-то я уже запуталась. Сейчас будем распутывать. Итак, идем до конца ряда. Все, белый над белым, синий над синим. Очень увлекательное занятие. Интересно, что же получится в итоге. Особенно, когда первый раз вяжешь по незнакомой схеме. Так, вот так вот беленькая и так далее. Меняем ниточки, перекидываем их. Вот смотрите, я подключила в работу 2 синих, 2 белых. С этого края белая у меня и с этого края белая у меня нитка. Синяя с этого края. И перед этим рисунком тоже синюю подключила, чтобы не делать протяжки. Ну, если вам удобно с протяжками, можете одной ниткой вязать. Так, все, идем до конца. Следующий ряд будем вязать по схеме. 9 ряд, и он будет с накидами. Так вот мы довяжем сейчас до конца. Начало положено. Думаю, понятно. Ох, запуталась у меня ниточка. Сейчас я ее буду распутывать. Чтобы не убежала нитка, вытягиваем. Смотрите, видите? Уже вырисовывается начало тапочка. Вот. Вот такой у нас будет мысочек. Значит, дальше что мы делаем? 9 ряд провязываем с накидом. Идем дальше по схеме. 10 без накида, 11 это будет последний с накидом. У нас должно получиться 53 петли всего вместе с накидами. 53 петли будет ширина тапочка. Провяжем схему до конца, и я к вам вернусь. Дальше покажу, как вяжутся боковушки, как вяжется подошва. Ну, естественно, как мы закончим сам тапочек наш. Значит, что у нас получилось? Вот мы провязали нашего снеговичка, связали полностью. Высоту до разъема у нас 33 ряда получается. Первые 5 рядов, с 5 ряда у нас начинается рисунок. И после окончания узора я провязала 3 ряда. Если у вас размер маленький или наоборот больше, что я могу посоветовать? Здесь уменьшить вверху по одному ряду, ну и соответственно внизу. Вот так. Сзади попрятали все кончики под ниточками. Я с помощью крючка прячу их под ниточками. Ну, может быть, не очень красиво получилось, но все ровненько. Уплотнений и ямочек вроде бы нету. Вот так вот. Теперь вот такое полотно у нас получилось. Смотрите.
Что мы теперь делаем? Теперь набираем боковую сторону. Сейчас где-то ниточка у нас. Боковая сторона у меня 22 петли. Набираем 22 петли. 22 петли с одной стороны, 22 петли будет с другой стороны, и 9 оставим посередине. Смотрите, я вывязала здесь типа снежинок. Четкой схемы и какого-то правила не делала. Можно сказать, я их из головы вязала, располагала так, как мне было удобно, как мне понравилось. Хотите, можете тоже вывязать снежинки, хотите боковую сторону, просто чисто белую можете связать. Я вам покажу первые снежинки, как вяжутся. Значит, набираем 22 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 21, 22. Вот здесь, вот, не доходя одной клеточки до серединки, 22 петли. Посередине мы оставим 9 петель, вот так вот, для разъема. Точно так же, как я вязала тапочки, сразу захватываю петлю и протягиваю через крайних 2. Все. И так мы будем вязать. Сколько у меня рядов? 30 рядов у меня. 30 рядов, но учитывая то, что я вяжу плотно, крючок небольшого размера, поэтому у меня размер получился небольшой. Вы прикладываете, примеряйте тапочек на свой размер. Если у вас размер будет меньше или больше, то количество рядов боковой стороны, соответственно, на пару рядов провяжите меньше или на пару рядов больше. В общем, методом примерки. Потому что каждый вяжет все равно по-разному. Толще, тоньше, кто-то рыхло вяжет, кто-то слабо вяжет. Так, сейчас. А где я начинала делать снежинку? Раз, два, три, 4. С 5-го ряда. С 5-го ряда провяжем снежинку. Начнем вязать снежинку. Значит, это какой ряд? Раз, два, раз, два, три, 4. Вот. Сейчас. Значит, мы сейчас от конца узора отсчитываем 5 рядов. Раз, два, три. Ну и здесь у меня 4, 5. Провязываем 11 петель. Провязали. 12 петля. Вот она у нас. Начинается снежинка. Можете дальше поставить снежинку, можете раньше поставить снежинку. Кому как захочется. Я показываю так, как вязала я. Провязали первую петельку снежинки. Можете просто маленькие побросать везде снежиночки такие. Кто какую захочет. Так, начали вязать снежинку. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
И вот опять за 2 дужки я беру, вытягиваю петлю. Сейчас вытащили петлю, захватили ниточку и через крайние 2 петли протянули, захватили, протянули. Ничего нового, все так же, как и было при вязании мысочка у нас. Все, поехали. Вяжем боковую сторону. Я вяжу 30 рядов. На 30 ряду закроем петли и перейдем к вязанию второй стороны. Так же, как мы вязали узор, смотрим на снежинку и вывязываем снежинку. Ой. Вот так. И опять 22 петли. Вот боковая сторона, 22 петли. Вот такие снежиночки. Можете переснять, можете их не вязать. Вяжем до 30 ряда. С начала разъема у нас будет 30 рядов боковая сторона. Опять же говорю, примеряйте, прикладывайте к своему размеру. Может, у кого-то будет 25 рядов боковой, может быть 28. У меня на данном тапочке, вот смотрите, 30 рядов здесь. Значит так, что мы сделали дальше? Провязали сколько? 30 рядов боковой части нашего тапочка. Вот я вам сделала, нарисовала снежинки. Смотрите, вот по этой схеме. 11 петель от начала ряда, 1 петля, первая петля узора и дальше 10 петель. По этой схеме я вязала боковую часть. Значит, вот я провязала 30 рядов. Теперь последний ряд, возвращаюсь, 30 ряд. Ой, ой, ой. Возвращаюсь и будем закрывать. Сейчас я покажу, как я закрываю. И потом пойдем вязать вторую половинку тапочка, но узор будет в зеркальном отображении. Такие же снежинки, только наоборот. Так, теперь, смотрите. Провязываю первую петлю и протягиваю. Ввожу спицу под петлю, захватываю и протягиваю под предыдущую. Ввела спицу, захватила, протянула. Вводим спицу, захватываем ниточку, протягиваем и вытягиваем. Вот так вот. Вводим спицу под петлю, захватываем нить, вытягиваем и протягиваем под эту петлю. Вот так закрываю я тапочек. Сильно не затягивайте, потому что здесь потом мы будем вязать пятку, набирать. Ну и сильно слабо тоже не делайте. Вяжу медленно, чтобы было понятно.
и последняя петелька. Я ее ввожу также под 2 дужки. Вот. Захватили нить, протянули. Еще раз. Все. Отрезаем ниточку. Ой. Сильно не затягиваю, потом затянем. Значит так. Вот. Ой. Половинка готова. Теперь переходим ко второй части. По схеме у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Отсчитали. Одна. Вот сюда. 9 петелек оставили на разъем. Эта нитка у меня осталась связание, когда я вязала эту половинку из другого клубка. Поэтому мне привязывать новую нитку не пришлось. Но она закончится, конечно, придется привязывать. Значит так, набираем 22 петли. Смотрите, протянули в первую петельку. Раз, два, три, четыре, 5. Наберем 22 петли и вернемся обратно. Потом провяжем еще один ряд, потом начнется узор. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Раз дужка, два дужка, 22. Вытащили, захватили ниточку, протянули через крайние 2 петли. Поехали обратно в начало ряда. Возвращаемся в начало ряда. Ой, соскакивает нитка. Так, теперь смотрите, это первый ряд и второй ряд у нас без узора. Первый провязали, второй провязали, узор начинается с третьего. Значит так, первый провязали, второй провязали, теперь у нас идет третий ряд. Сейчас мы начнем узор. Будем делать его в обратном порядке. Значит, в обратном первые 10 петель провязываем белым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот тут тоже у нас 10 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 подсоединяем нитку для первой снежинки. Все. И провязываем оставшиеся 11 петель. Возвращаемся обратно. Захватываем ниточку. Через 2 петли протянули. И таким же способом вяжем вторую половинку.
Вот. Значит, проверим еще раз, правильно ли мы все сделали. Первый ряд разъемный, второй ряд мы не провязываем, он белый весь, второй ряд, третий ряд узор. Здесь первый ряд с разъема, второй ряд белым цветом, третий ряд узор. Все правильно. Набрали, провязали, все правильно. Теперь высота, еще раз повторю, высота 30 рядов половинки, снежинки. Вот такие. Это у меня правая сторона. 11 петель в начале ряда, 1 посередине, 10 петель в конце. Дальше вяжем по схеме. Хотите, полностью сделайте белые половинки. Можете снежинки не ставить. Кому как удобно, кому как хочется. Довязываем нашу вторую половинку таким же способом до конца. Вот видите, что у нас получается. И дальше будем вязать с вами подошву. Так, вот такой верх у нас получился, смотрите. Вот такой тапочек. Теперь переходим к подошве. Что мы делаем? Значит, набираем средние 10 петель, смотрите. Вводим спицу под 2 дужки первого наборного ряда. Вот так вот, да, ввели. Вытащили петлю. Что-то далеко ввела. Сейчас. Вот петля. И под 2 дужки. Сейчас. Так. Вытащили петельку. Набираем 10 петель. 1. Вот. 1 петелька. И сразу под нее и под 2 дужки. Видите? 2. 3. И у нас получится, как вроде бы тапочек продолжается. Вот чтобы петля совпадала с петелькой с тапочки. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Набрали 10. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот здесь перед накидами осталось по 1 петле. Набрали 10, провязываем обратно. 1, 2. Подтянули. Теперь вот в предыдущую петельку вытянули сюда петлю, смотрите, вытягиваем. Первые 2 ряда немножко трудновато, а потом пойдет как по маслу. Вытянули петлю и не за вторую, а вот между ними петля, добавим по 1 петле. Получится у нас первый ряд 10, а следующий ряд 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот 12 провязали, набрали еще 1 петлю, вот так, и эту петлю уже протягиваем через 2 первых.
через 2 крайних. Если мы первый ряд, сначала я протянула первую, потом захватила нить и протянула 2 вместе, то здесь сразу, как и в предыдущем вязании, протягиваю через 2 петли. Все, начало положено. Дальше идем методом, как мы закрываем пятку, подошву. Сейчас покажу вам. 12 петель. В начальных рядах старайтесь не потерять первые петельки, поэтому пересчитывайте. Вот, подтянули ее. Подтянули. Теперь, посмотрите. Вот, накиды идут. Вводим под 2 дужки. Под 2 дужки. И так до самого уголочка. Под каждые 2 дужки будем захватывать петельку. Вот так, смотрите, захватываем опять петельку. Это непростое дело вязать на видео. Вот, захватили петельку. Подтянули. Так, раз. Посчитаем. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12. Первую между ними не провязываем. Вот. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Крайнюю подхватываем за 2 дужки. Теперь вводим в боковую сторону спицу, подхватываем нить, протягиваем через крайние 2, протягиваем. Вот и не вытащила. Ладно, делаю обратно. Ввели спицу. Смотрите. Значит, что у нас? Первую петлю мы добавили из межпетлевой петли. Теперь берем последнюю петлю. Последнюю петлю не провязываем, подняли. Вводим под 2 петли, захватили, вытащили, протащили через первую, протянули и поехали дальше через 2, через 2, через 2, через 2. И так до конца. Ой, ну надо же. Так, вытащили петельку. Теперь вводим спицу под следующие 2 дужки. Вот смотрите. Сейчас мы вторую, вот она, где она вторая. Вот по 2 дужки ввела. Вот так вот накиньте. И протягиваем ее. Что-то у меня крючок, по-моему, развернулся странным образом. Эти крючки хорошие, но через 3 пары тапочек они начинают гнуться. Значит так. Вот. Вытащили, слава тебе, Господи. Смотрите, вытащили. Теперь между первой и этой петлей будет одна промежуточная. Мы ее не провязываем. Она потом спрячется сама по себе. Раз. 2. 3. Вяжем 12 петель до конца ряда. Захватываем точно так же, как мы вязали боковую сторону. Здесь сейчас покажу. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 провела под 2 дужки, протянула, захватила новую ниточку и через 2 захватила ниточку. Сейчас еще один рядок провяжем. Подтянули. Смотрите, сколько у нас здесь осталось. Раз, два, три. И здесь тоже раз, два, три. Чтобы у вас не перекосило. Иногда так бывает в самом начале, когда вяжешь. Поэтому, чтобы это все получалось ровненько, одинаково. Так, опять вводим под 2. Вот петля здесь. Мы под следующие 2 дужки вводим. Видите? Петля здесь. Мы под эти 2 дужки, под свободные. Под 2 дужки ввели, накинули, подтянули, вытащили, подтянуть, чтобы здесь не образовывалось дырочек. Смотрите, вот видите, у нас такой угольничек получается. Все у нас межпетлевая, как сказать, ну да, межпетлевая петля спряталась. Раз, два, и поехали дальше. 3, 12 петель до конца ряда. Я так живу, так давно живу в другой стране, что иногда забываю некоторые русские слова. Поэтому, если что-то скажу неправильно, не обращайте внимания. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот здесь, пока это развяжется, немножечко 11. Я, как всегда, затянула 11. Смотрите, вытащили 11 и 12 берем за краешек, вводим в боковую, вытаскиваем, протягиваем сюда. Все, подтянули. Подтянули. Так, теперь что у нас тут осталось? Еще 2 петли, да? Так, раз. Смотрите. Опять у меня что-то тут не выворачивается. Надо поменять крючок. Техническая неисправность. Так, вытащили ниточку. Продолжаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 петлю я беру за верхнюю дужку, за одну половинку, продеваю спицу вот сюда под 2 дужки, вытащили и протянули через первую петлю. Все, захватили ниточку, протягиваем через крайние 2 петли, захватили через крайние 2 петли,
Возвращаемся на начало ряда. Все, это у нас будет последний ряд. Значит, здесь мы давайте подтянем этот узелок. Смотрите, вводим вот под последние 2 дужки, накинули ниточку. Сейчас мы попытаемся ее вытащить. Вытащили. Эту ниточку вот сюда перебросить сразу. Первая, вторая петля, третья, четвертая. И так идем до конца. Все, мысочек, носочек, как его назвать, мы провязали. Дальше переходим на подошву. Сейчас перейдем. Ее вязать легко. Все вяжется одним методом, как это сказать. И подошва, и пятка. Смотрите, 12 петля. И мы переходим на первую петлю с подошвы. Первую. Захватываем первую петлю с подошвы. Вот смотрите. Здесь ввели петлю в первую дужку. Здесь я ввожу спицу под 2 петли подошвы. Захватываю нить. И протягиваю через эти 2 петли. Захватываю нить и через 2 петли. Все, получилось закругление. Вот. Ой, куда это я съехала. Вот, получилось закругление такое. Так, в первый ряд. Это подтянем. Вводим в первый ряд нашей подошвы спицу. Вытягиваем петельку. Это мы подтягиваем все. Так, вот вытянули петлю. Петлю. Постоянно споры об этом идут, как правильно говорить. Главное, чтобы было понятно, как вязать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Последняя петля. Вводим под крайнюю, под верхнюю дужку. Первая петля у нас уже была провязанная подошва. Вторую. Не в эту, а во вторую. Ввели спицу. Захватили ниточку. Протянули через 2 этих петли. Захватили через 2 петли. И так вяжем всю подошву до конца. Смотрите, она сейчас будет выкладываться вот так вот, уголочком пойдет. Ой, 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 не убегай. Угу. Вот, вытащили. Вводим, видно, вводим спицу в боковушку. Под 2. Захватили петельку. Вытащили. Первая. И так далее. Смотрите. Сейчас этот рядок довяжу. А дальше всю подошву таким же методом до самого края будете вязать сами. Потом я к вам приду. А что ж это туго так прям навязала? Ну. Так, вот подняли, продели
захватили, протянули, захватили, вытащили и возвращаемся обратно. Вот, все, у нас формируется, смотрите, носочек, 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 видите? Вот такой уголочек. Потом эту ниточку хорошо подтянем, ее нужно будет закрепить здесь хорошенько. Вот, смотрите, что мы теперь провяжем пяточку на, ой, пяточку, подошву до начала пятки. Смотрите, сейчас я вам закрою, покажу. Вот, вяжем до самого края, до отсюда. Ну, пятку, в принципе, вязать точно так же. Довяжем до отсюда, я к вам вернусь. Пятку провяжем вместе и закончим таким ободком. Так, провязали мы подошву. Вот, дошли до края. Все звездочки друг напротив друга, снежинки. Смотрите, вот такой тапочек выходит у нас. Такая вот рукавичка. Теперь, что мы будем делать дальше? Медленно приближаемся к финалу. Начинаем вывязывать пяточку. 10 петель пяточка у нас. Ой, 12, пардон, извините, 12 петель пяточка. Начинали мы с 10, добавили по одной петельке, получилось 12. Так, теперь последнюю петлю я не провязываю. Вводим крючок под петлю с боковой части тапочки, под 2 дужки. Захватываю нитку. Захватила, протянула. Все. Опять захватила и через 2 петли я вяжу так. Есть по-разному вяжут. За первую дужку 2 раза накидывают. Ну, мне так удобно и получается нормально. Смотрите, вот боковушечка, видите, вот вторая боковушечка. Вот такой носочек у нас получился, носочек. Так, вяжем пяточку. Пяточки последние сколько рядов мы их сократим. Смотрите, у нас 12 петель, мы их сократим до 6 петель. В конце на спице у нас должно быть 6 петель. Значит, убавки будем делать через ряд, где-то с 7 ряда. Сейчас посмотрим. От начала 7 ряда. Так, подтянули ниточку. И так же само ввели крючок, захватили нить, протянули. Вот смотрите. Подтянули, чтобы не было дырочек. Первая, вторая, третья, четвертая. И так до конца. Все, таким образом вывязываем пятку. Последние ряды, начиная с середины, нам нужно сократить 6 петель. Это 3 раза по 2 петли. Через ряд мы их будем сокращать. У кого объем широкий, можете не сокращать. Я для чего сократила, чтобы здесь эта беечка не была сильно широкой. В общем, вяжем по своему размеру. Ввели в последнюю петлю крючок. Первая, вторая. Под 2 дужки захватили петлю, протянули, захватили еще раз и через 2. Все, и начинается у нас идти закругление. И так вяжем где-то вот до сюда. Сейчас посчитаем. Вывязываем пяточку. Когда начнется сокращение, я к вам вернусь. Значит так, последние 6 петель
будем закрывать через один ряд. Я уже по одной закрыла. Значит, вот здесь у нас останется 6 рядков. Начинаем закрывать с краю. Смотрите, как я закрываю. 2 петли просто провязываю вместе. 2 петли провязала вместе. И 2 предпоследние петли тоже вместе. Вот. 2 петли взяла и вместе их провязала. Последнюю петлю подсоединяем к боковой стороне. Следующий ряд провязываем без сокращения, без убавки. Через ряд. Один ряд по 2 петли сократили, один ряд провязали как он есть, без убавок. Вот у нас на спице останется 6 петель. Так, и вот мы пришли последний ряд. Так, это что у нас? Здесь у нас одна, и здесь у нас будет одна. Последний ряд, мы его будем закрывать. Все. Одну вытащили, протянули. Закрываем последний ряд. Вот так вот. Так, это сюда. Теперь смотрите. Вот сюда мы проденем, вот сюда. В петельку провели крючок. Сюда. Ниточку протянули через 2 петли. Вот, все. Закрыли мы тапочек. Вот так вот получилось. Теперь что мы делаем дальше? Теперь будем вязать, я ее назвала беечкой. Как это я делаю? Значит, дальше. Вообще-то я набираю первые 6-7 рядов спицами номер 2,5, а внутреннюю часть вяжу на полномера меньше. Но так как у меня на этом тапочке получается много петель, я взяла спицы 2. Я полностью беечку вяжу, буду вязать вторым номером. Значит так, я это делаю крючком. Если вам удобно, вы можете сразу набирать спицей. Смотрите, вытягиваю нитки, вот так, раз, петельки вытягиваю, 2. Вот под первым рядом, под первой петлей захватываю, вытягиваю петлю, петлю. Можно, конечно, набирать вот так вот сразу спицей. Можно спицей сразу, но мне почему-то удобнее крючком. Видите, спицы не всегда можно сразу захватить. Поэтому вот так вот терпеливо вытягиваем по одной петельке. Я это все дело набираю на 4 спицы. 5-я я буду провязывать. Значит, вот так вот. Набираем. Смотрите. И так набираем полностью по кругу. У меня получается 70 петель. Вот здесь, как мы набираем здесь, я провожу крючок под петлю, потом под 2 дужки, вот так вот,
и захватываю петлю и вытягиваю под вот этой вот петли. Значит, смотрите, передняя сторона. Как это выглядит? Вот чтобы эти петли совпадали с петельками на тапочке. Ввожу крючок под петлю, провожу его под 2 петли, 2 дужки сзади, вытягиваю петельку вот сюда, вот под петли я вытащила петельку. Видно, ввела крючок, сюда провела его, видите, захватила и вытащила ниточку. Вот таким методом я набираю петли. Так, и так идем до конца. Здесь будет 1 спица, 2, пяточка, 4 спица. Значит, что я вам хочу сказать. Наберем сейчас полностью петли. Потом первый ряд я провязала изнаночными, так как у нас получается круговое вязание. Первый ряд изнаночными. Следующие 6 рядов у меня лицевыми петлями белым цветом. С 7 ряда я начала вязать синим цветом. Всего у меня 15 рядов. У вас может быть рядов меньше или больше, у вас в зависимости от толщины вашей нити. Ну, где-то в среднем 1,5 сантиметра эта беечка у меня. Вот так вот, где-то 1,5 сантиметра получается. Поэтому точное количество рядов смотрите сами. Контрастный цвет всегда на 2 ряда я вяжу больше, чем внешняя сторона, чтобы она немножечко вот так вот выглядывала. Ну, думаю, это получается симпатично. И эта бейка, чем она удобная? Она очень хорошо сидит на ноге. Тапочек, он и так не сползает, но благодаря этой бейке он хорошо сидит, держится. Мягко, удобно, не знаю, что еще сказать. Значит, что у нас останется? Как я прикрепляю эту беечку? Сейчас что мы делаем? Провязываем 1 ряд изнаночным. Дальше 5-6 рядов провязываем белым. С 7 ряда у меня контрастным синим цветом. Всего 15-16 рядов. Провязываем и будем закрывать. Так. Провязали лицевой гладью нашу беечку. Первый ряд у меня изнаночными петлями. Потом 15 рядов я провязала лицевой гладью. Верхнюю часть на 3 ряда больше, чем белым. Я провязала синим цветом на 3 ряда больше, чем белым. Теперь что мы делаем дальше? Выворачиваем. Вот такая пяточка. Сейчас выворачиваем наш тапочек. Вывернули. Теперь ровненько это все дело перегибаем. Смотрите. Вот так вот, чтобы это все ложилось петелька в петельку ровненько. Теперь вот здесь под первым рядом проходит, видно или нет, вот такая пунктирная линия. Это ряд, который мы набирали. Это первый наборный ряд. Вот такие стежочки. Это когда мы набирали лицевой гладью. На этой стороне остаются вот, смотрите. Вот видите? Видите, да? Пунктирная линия такая. Сейчас мы будем каждую петельку привязывать к этому каждому стежочку. 1 петелька, 1 стежочек. Я это дело делаю крючком. Может, кому-то иглой будет удобно, но я покажу так, как делаю я. Сняла 1 петлю. Все это выравниваем. Теперь 1 петельку. Захватываем, вводим крючок. Вот видите? Ввели крючок сюда. Теперь захватываем нить и протягиваем. Подтянули. Под нижнюю, вот так вот, под нижнюю ввела, сняла петлю.
теперь под петельку первого наборного ряда ввели, захватили ниточку, вот так вот вытянули через 2 петли, сняли петлю, ввели крючок, сейчас мы ее поднимем. Иногда они плотненько бывают, поэтому кропотливая работа. Вот эта петля, петля первого наборного ряда. Подняли, захватили ниточку, протянули через эту петлю и через 2 петли, которые у нас на спице. И так дальше. Потянули, протянули, провели, сняли. Теперь крючок в первую петельку, в пунктирную петельку, вот так вот, все, и так по кругу. Смотрите, получается вот, сейчас я подтяну, получается вот такая, сейчас я переверну, покажу, вот такая вот косичка. Я потом сделаю отдельное видео, именно как беечку вязать, контрастным цветом сделаю, чтобы лучше было видно и понятно, потому что может кто-то все равно не рассмотрит. Сняли, просунули сюда, продели крючок, захватили ниточку, из-за спиц может быть не очень хорошо видно, и протянули через этих 3 петли. Вот одна белая основная с тапочки и 2 со спицы. Сняли, смотрите, что бейка у вас не перекосилась. Если вдруг увидите, что она куда-то съезжает, значит вы не с той петли начали привязывать, или раньше, или дальше. Опять же, толщина пряжи у вас может быть толще, меньше, более тонкая, более толстая. Поэтому ориентируйтесь по своим ниткам. Соответственно, и набор петель будет меньше или толще. Я на свои нитки набор, количество петель и номер спиц крючка вам сказала. Все делайте методом примерки. Саму беечку я всегда вяжу, если тапочки вяжутся спицами, то беечку вяжу на пол номера или на номер меньше спицами, чем вяжутся сами тапочки. Потому что если она будет связана толстыми спицами, ну, в смысле таким же номером, она будет выглядеть толсто, грубо. Я видела, девчонки вяжут, стоит колода она у них, поэтому... Подождите, вот слетела. Можно просто кетлевкой делать, иголкой делать. Ну, может, кто-то знает другие способы. Не этот способ я вот 2 цвета придумала сама, можно сказать. Думала, как бы так сделать, чтобы ни у кого не было. И смотрится хорошо, удобно. Вот, подняли эту петелечку. И так продолжаем.
кругу, смотрите. Вот, что у нас получается. Вот так у нас получается. Вот так она ложится. Вот такая косичка. Вот она растягивается. Петли сильно не затягиваем, сильно свободно не делаем, потому что здесь тогда косичка будет такая некрасивая, волнистая. Значит, с этой стороны, смотрите, мы здесь подтягиваем за первую петлю. И здесь, получается, она сидит как влетая. Нету, вот смотрите, видите, нету никаких наплывов, как это сказать. Сейчас я довяжу до конца и покажу, что у меня получилось. Вот, закончили мы свою беечку. Вот так всю ее привязали. Вот такая она получается кругленькая. Все, тапочек закончили. Выворачиваем. Сейчас посмотрим, что у нас, что у меня вышло. Вот. Смотрите, вот такая вот. Вот такой тапочек. Такая беечка. Вот она сидит, не оттопыряется, все ровненько. Сейчас мы ее оденем. Все, вот столько ниточек у меня осталось из 100 грамм. Наши тапочки готовы. Вот такие, вот такие. 7 легких петелек. Надеюсь, первое видео более-менее я справилась с этим делом. До новой встречи. Новое видео уже готовится. Оно в дороге. Ждите.